Тактика степных армий. Секреты победы от кочевников. Степная часть Евразии от начала нашей эры до позднего Средневековья превосходила остальные части мира в военном плане. Нашествия гуннов, авар-булгар, тюрок-монголов, айратов каждый раз приводили к полному военному успеху и панике у жертв нападения. Степи становились своеобразным полигоном, где выживали сильнейшие. Там не было замков, чтобы укрыться за ними, густых лесов для побега в их чаще. Врага либо нужно одолеть, либо исчезнуть самому. Поэтому те, кто добился успеха там, были продуктом естественного отбора высочайшего уровня адаптации. Что же обеспечивало успех монгольских, да и всех родственных им степных войск? Деление войска на десятки, сотни и тысячи и железная дисциплина в них, обеспечиваемая суровыми наказаниями. Деление войска на рода, где каждая семья отвечала за обмундирование и поведение своего воина. В мирные года 7 семей должны были дать воина, 3 коней, оружие и одежду в войско. В тяжелые времена воинов собирали уже из 2 семей. Монголы тщательно обучали солдат, они стали заимствовать у тюрок и китайцев сигнальные системы, флаги-бунчуки, барабаны и трубы, чтобы проще управлять маневрами своих войск. Тщательный отбор командиров. Формально командующие сыны Чингисхана окружали себя опытными военачальниками, часто бывшими же врагами, таким образом за их спинами принимая мудрые решения. Совершенное оружие для легкой конницы, короткие, но мощные монгольские луки позволяли кучно и быстро вести обстрел с большим уроном врагу. Стрел требовалось так много, что вместо железа стали использовать костяные и даже каменные наконечники. Военная хитрость и маневренность стали еще одним монгольским ноу-хау, которое, впрочем, применялось всеми степняками, но на западе и юге было малоизвестным. Так на западе показать спину врагу было сродни признанию поражения. Но постоянные притворные отступления монголов быстро приучили европейцев к тому, что рыцарские правила на монголов не распространяются и ждать можно чего угодно. Какие же приемы использовали кочевники в бою? Для сражения стягиваются большие массы легкой конницы. Если есть пехота, то ей часто просто нет места на поле боя. Сначала идет обстрел из луков, стрелы монголов просто льются как дождь на противника. Когда врагу нанесен уже ощутимый урон и он показывает признаки паники, следует быстрый наскок легкой конницы и скорый отход назад. Так может повторяться несколько раз, пока татарский Мурза не увидит, что можно заканчивать бой, и тогда вместо отхода идет навал со всех сторон. Идеальный бой – сблизиться с противником в рукопашную или под прямой обстрел всех лучников, в войске в хороводе конницы или уже рассыпавшимися по местности. Избыток пехоты и малочисленность лучников была самой лучшей ситуацией для кочевников. Таким образом, русские армии на начальном этапе были идеальным соперником. Пешие на 80% слабозащищенные, с малым числом стрелкового боя. Они не догонят монгольских стрелков, и потому те могут едва ли не в одиночку решать исход битвы, пока не расходуют все свои стрелы. С XIV века литовская и русская конница начинает не уступать татарской, доминирует на поле боя, а пехота укрывается в гуляй-городах, откуда ведет прицельный огонь. Теперь стрелки уже не неуязвимы, а рукопашная не сулит быстрой победы. Татары несут огромные потери и их тактика буксует. Излюбленный прием тактики кочевников назывался тулгама, окружение или охват, когда татары огибают войско врага с фланга и заходят в тыл, либо 2 языками замыкают кольцо. Обход идет сразу же с начала боя, обычно с правой стороны, когда все войско внезапно начинает движение слева направо, так как лучники стреляют с левого бока и продолжают вести огонь по врагу. Медленные армии врага с пехотинцами и обозом вынуждены также поворачиваться к врагу, но сильно уступая в скорости. Обычно отставание становилось слишком большим, и видя это, монголы резко бросали в атаку. Часто враги не понимали, что происходит, думали, что монголы просто пытаются сменить расположение войска и даже не ожидали внезапной атаки. Данный прием активно применяли монголы-найманы, от которых он перешел к другим кочевникам степей. Войско могло совершить несколько полных колец, вынуждая врага вращаться на месте,
пока он не покажет тыл или не растянет ряды. Противостоять ему хорошо удавалось воинам Тамерлана, когда тот придумал конуглы, фланговые отряды конников, которые прикрывали остальное войско, пока те совершали разворот и не давали ему попасть под обстрел или сабельный удар монголов. Их мощная броня и высокие боевые навыки служили барьером для внезапной атаки. Если обход не удавался, а покупались на него только первый-второй раз при боях с монголами, то в ход шло притворное бегство. Оно тщательно репетировалось, дрессировались кони и знаки команд для всадников, стрельба назад и в полоборота. Тактика была такой: сначала наступление, яростный обстрел, враг идет в атаку, завязывается схватка, но татары вдруг одновременно бегут назад. Бегство может длиться долго, монголы несут потери, но по команде, когда растянулся строй врага и Мурза это увидел, они оборачиваются и бросаются на врага. Отступать могли хаотично и развернуться на врага только по команде, или расчетливо расходясь на два фланга, в то время как самые первые беглецы уже построились для контратаки и уже набирают рысь. Тогда преследователи вдруг оказываются в 2 шагах от конной лавины и уже не успевают ничего сделать. Навод на засаду во врагах или лесах – еще один исход отступления, который переняли затем русские войска. В засаде может находиться тяжелая конница, пехота-союзник, стрелки, а позднее время, особенно у крымских татар, артиллерия или тюфекчи, вооруженные огнестрельным оружием воины-османы. Опытный враг не бросится в погоню, и тогда в ход шел еще один прием. Цепь из лучников разбивается на пятерки и, сближаясь с врагом, проводит обстрел. Небольшие потери, войско нервничает, и когда враг атаковал, то вся пятерка бежала назад до следующей, которая уже готова стрелять по отделившимся. Таких пятерок одновременно в ход шли сотни, таким образом выдергивая из строя врага наиболее нестойких, а затем заманивая их под обстрел или конный навал. Такая тактика изматывала обе стороны, но позволяла монголам постепенно подтачивать войска даже опытного противника. Когда враг явно надломлен, показал тыл, растянул войска или лишился ударных частей, шла финальная часть битвы. Атака саблями, простой навал конницы со всех сторон и ожесточенная резня. Иногда татары оставляли один фланг без атаки, куда подтягивались конные стрелки для обстрела в упор. Завершали сражение тяжелые всадники. Сабельная рубка внезапно прекращалась, и уцелевший враг видел перед собой, как под рев труп, на него несется тяжелая конная лавина. Страшный удар сминал последних сопротивляющихся и втаптывал в грязь и кровь остатки вражеского войска. Его обычно оставляли для монгольских богатуров, тюркских бури или панцирной конницы поздних монголов. Слабое место крымских татар – отсутствие добивающих частей вроде тюркских бури. Когда враг рассеян и уже готов проиграть, его добить было некому. Это стало большой проблемой в их войнах. Тактика кочевников мало менялась с 6 по 16 век, когда появление огнестрельного оружия поставило крест на преимуществах монгольского войска. Монголы сами стали жертвой прогресса и хитрости. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, если вам понравилось видео.